В нашей жизни важны перемены, потому что это наша точка роста. Перемены — это важная составляющая обретания себя. Того человека, которого мы знали, когда нам было 10, когда нам было 20 лет, это каждый раз новый человек, новый персонаж. И это всегда отражается в нашем образе, в нашей прическе, в нашей одежде. Чем больше перемен в твоей жизни, тем больше ты понимаешь себя. Каждое восприятие себя — это круто. Важно не бояться этих перемен и все-таки делать шаг к ним. Саша говорит, да просто поздоровайся. Ну, здорово, всем привет, это канал МВ стиля Гоша Карцева. А я Гоша Карцев, естественно. И это то, что вы все любите, безусловно. Это мы с Александром Роговым. Приветики! Мы обсуждаем мужчин на Met Gala, который был посвящен Карлу Лагерфельду. Было так много образов, что это часть про мужчин. Будем обсуждать мужчин-котов. Да. Но важный нюанс. Давай. Пока я это не скажу, мы не начнем. Давай. Обзор женских луков конечно, ищите да. на Rogov Life, на моем YouTube-канале. На него тоже подписывайтесь. Карцев меня обогнал по подписчикам, сволочь. Поэтому давайте доберемся Это до ты него. меня так поздравил? Я тебя обожаю, Гоша, я тебя поздравляю. Тебя просто хитова туча, подписоты. Спасибо вам всем, друзья. Вы Пожалуйста, супер. комментируйте, лайкайте, пока мы можем еще себе позволить это делать на YouTube. Чему бал, быстро скажем, посвящен Карлу Лагерфельду, его творчеству, его подходу. Но, блядь, по факту был дресс-код черно-белый твит. Шанель. Черно-белый Шанель. На самом деле, дресс-код звучал так. Карл Лагерфельд, Line of Beauty. Что там у тебя? Line of Beauty? У меня Line of называется? Beauty какая-то, смотри, у меня порвалась она. Не там надо. не порвешь уже. Да сиди так нормально. Ну ладно, Ну извините. что? Это Карл Лагерфельд делал. Давай рассказывай, что будет происходить. Потому что у меня обычно мы просто сидим и обсуждаем. Да. Всем привет, это канал Гоша Карцева. И мы угадываем звезд по одежде. Но мы угадываем не просто звезд, а мужчин с Met Gala 2023, посвященный Карлу Лагерфельду. Да. Итак, мы начинаем отгадывать. Ну и, конечно же, я, как человек, который всю ночь следил за Met Gala, Met Галой, я знаю, что в образе Шупет пришел Джаред Лето. Главный вопрос, Шопет, это мальчик или девочка? Шупет — это девочка, кошка. Вот. А, почему мальчик в девочке? Ну-ка. Так потому что природа, блядь. Давай, рассказывай твое мнение. Я вообще думал, что Ким Кардашьян с Шупет придет, она зачем-то там фотографировалась с ней, на кровати валялась, но не дали Шупет на растерзание Ким. Ну вот Джаред пришел, ты, кстати, знаешь, что этот образ ему готовил твой любимый, мой любимый Алессандро Микеле. Кто это сказал? Да, это не Гуччи, но образы для него, для Джареда Лето точно собирал Алессандро Микеле. Это прям... 100%. Я вообще в шоке от количества внимания коту. Я вообще думал, что это все прикол. Ну, типа, окей, у Карла есть пес, кот, и бог с ним. Нравится ли тебе образ? Ну, выглядит, конечно, это все как анимация на детском утреннике, хотя и кошка хороша. Я смотрю трансляцию, в какой-то момент, и откуда ни возьмись, заходит просто кот. Я думаю, это нереально анимацию заказали? Ну, типа, окей, думаю, ладно, ну, какие-то новые приколы, типа, ходит кот. Кошка такая. Кошка, да, окей, Карл Лагерфельд. Может, сейчас еще какие-то розы посыпятся с камелиями. И этот кот что-то ходят люди, фотографируются, какие-то там малумы, что-то. Я рассматриваю людей, ну, какой-то долб... ходит. И в какой-то момент кот снимает голову, а там Джаред Лето. Я в был в этот момент. Я думаю, что, блядь? И ты уже совершенно по-другому начинаешь на это смотреть, потому что когда мы уже знаем, что это был Джаред Лето, такие, вау, прикол. На самом деле, ну, как бы я объективно в тот момент подумал, что это какой-то тупой прикол организаторов мероприятия. А прикол в Мэте всегда, что его нужно дать реально отстояться. Ну, потому Кстати, что это правда. глобально я спокойно Карл. Ты вот любишь вообще Карла? Вот и я тоже спокойно к нему. И я думаю, окей, посмотрю, как выглядел этот ебаный кот. И я открываю, и он реально один в один. Да, Он сделали очень похоже. И вот это прикольно. Я такой думаю, вау. То есть это не просто он взял ростовую куклу в прокате, а что это запарились. Правда, очень похоже. Даже цвет шерсти вот здесь на Да. мордочке такой. То есть это прям реально большая очень копия. Я думаю, ладно, возможно, это прикол, но это, оказывается, ревил, и этот макияж мне совершенно не понравился. И я не очень понимаю наряд внутри. Я не понимаю, почему на наряде внутри нет шерсти. Но он вылез из кошки. Вот вылез из этой я кошки, тоже об этом все будет в думал. клоках шерсти. Я был Почему уверен. там нет клоков шерсти? Было бы тоже классно, чтобы на подоле этого кейпа была бы шерсть в Да, клоках. он как будто бы пошел, переоделся где-то, Что-то да? отстой. Я считаю, что это один из самых провальных, но при этом мемных. Вроде бы эффектно, да, это мем, он везде залетел, но мне некрасиво. Друзья, у меня есть для вас, кстати, презент. Я покажу, а ты Давай. рассказывай. Это один из самых крутых проектов, который делал, который мне в целом нравится как идея, как я очень его
люблю как стилист. Потому что Карл Лагерфельд, если вы не знали, он еще и фотограф. Он снимал все свои рекламные кампании сам для Chanel и для многих брендов. И он еще и режиссер. Есть несколько документалок для Chanel, которые он снимал. Человек вообще был талантливый. И есть проект, это была большая выставка, которую он делал вместе с бывшим главным редактором французского Vogue. Я пытаюсь быстро говорить, Кэрин Ройтфилд. Он всех сам фотографировал. Они взяли один знаковый маленький черный жакет и сделали из него iconic piece. Каким образом? Они сделали совершенно разные стилизации одного и того же предмета на протяжении всего проекта. И за самый остроумный комментарий под этим выпуском я разыграем вот эту книгу и подарим вам настольную, пожалуйста. Крутейший подарок. Что это? Ну, я по пенису узнаю. Ну, кто? Ну, Гош, ну это завирусилось везде. Ну, Lil Nas X. Сваровский, как тебе? Ты думаешь, что это мой best dressed, при том ты мне сказал? Почему ты так думаешь? Потому что я люблю Lil Nas X. Просто тебе нравится Lil Nas X. И поэтому, типа, это мой best dressed? Да. Хорошо, хочешь мою версию? Да. Нет, подожди. Давай. Ну, во-первых, мне не нравится, что это не polished look. Потому что, вот смотри, видишь, тут вот ботинки, и ноги не прокрашены дальше. А еще есть фотки со спины, где у него вот здесь просто не докрашен этот грим вот до роста волос. Ну, некрасиво. Мой ты, мой. Не вау. И почему вы тут не прокрашены? Ну, Не могу как-то понять. вот, да, вот мне не ясно, почему здесь не доработано. И как будто бы это попытка повторить лук Дожи Кэт с показа Скипарелли, и все так очевидно, и это явно хуже, чем там, и зачем повторяться. И мне кажется, если бы Lil Nas X пришел просто в красивом смокинге, это было бы еще круче, чем то, что мы видим сейчас тут. Ты согласен? Абсолютно все слова снял, которые хотел сказать. Вот это смешная фотография. А что он не в шубе ходил по дорожке? Вот это тоже важный момент. Наверное, он хотел все-таки... Быть голым. Да, но вот эта фотография, знаешь, чем хороша? Ты смотрел «Треугольник печали»? Да. И этот фильм, который... Это спонсор моего YouTube-канала. Я обожаю. И вот чувак, мы сегодня обсудим, был на красном ковре, и это он его почему-то в туалете фотографирует. А это актер из этого Да, фильма, это который парень. главную роль играет? Да. И он был на Мэтт Гала, и он фотографирует его в куртке. И тут у меня очень много интересных вопросов. Типа, пацаны классно проводили время, это точно. И вот так вот мне как будто бы образ чуть больше понятен. Ну вот тут интереснее, почему? Потому что он уже чуть потрепанный, смотри, у него на коленке уже грим отошел, и он такой поживший здесь. И в этом есть уже история. Потрепанный кот Карла Лагерфельда. Это Олтон Мейсон модель. Но как тебе он в образе невесты? Не нравится. Ну, очень феминно. Я не очень понимаю уровень угара по вот этой всей эстетике у Элтона. И зачем он сейчас фрикует, чтобы привлечь к себе внимание, мне не до конца понятно. Это чуть-чуть отдает производство уровнем Бузовой. Ну, не выглядит дорого, не выглядит эпатажно. Чуть-чуть испанский стыд. Просто, мне кажется, сейчас уже эпатировать тем, что мальчик надел женскую одежду, типа кружевную фату и в образе невесты появился на дорожке, но это вообще уже не тот уровень. 10 лет назад, наверное, все бы ахнули. Да, ну, даже больше. Квела. Это что значит? Ну, слово прикольное. Качественный сон – залог здоровья, красоты и эмоционального спокойствия. Поэтому важно уделять особое внимание обустройству вашей спальни. Хочу порекомендовать вам экологичный российский бренд Rayton, который производит мебель и товары для сна. В ассортименте бренда Rayton есть продукция, которая способствует снижению уровня стресса. Например, утяжеленное одеяло Bye-Bye Stress из 100% хлопка и натуральной гречневой лузги создает эффект объятий, тем самым помогает быстрее заснуть и спать спокойнее. Благодаря сенсорному давлению мышцы тела полностью расслабляются, нормализуется давление и вырабатывается гормоны счастья – дофамин и серотонин. Для еще более глубокого и спокойного сна советую обратить внимание на подушки из коллекции Флора. В их составе натуральные волокна эвкалипта, мяты и кедровых орехов. Подушки Флора мягко воздействуют на нервную систему, снимают чувство тревожности, способствуют полному расслаблению. Чтобы ваша спальня была не только комфортной, но и стильной, обратите внимание на постельное белье Rayton из хлопка. Различные цвета и принты отлично сочетаются друг с другом и позволяют создать свой неповторимый дизайн. Позаботьтесь о качестве своего сна. В этом вам поможет экологичный бренд Rayton. Ну, это я знаю, кто. Это Bad Bunny, и ты знаешь, мне он никогда особенно не нравился, а тут что-то за последние месяцы как-то его распробовал. Какой-то он прикольный, у него такие глаза в кучу. Слава богу, я тебе толдычу уже постоянно на каждом обзоре. Тебе говорю, это же Bad Bunny супер. Bad Bunny вообще весь. Ну, Гош, ну, до меня долго доходит. Латино-гэнг весь. Очень ну, Малума, вот эти вот все, Джей Балвин, это вообще офигенная тусовка всех ребят. Розалия, они какие-то потрясающие. Да. Я предвзят к Жак Мюс, потому что мне бренд Жак Мюс не нравится.
И то, что делает Симон Порт Жакмюз для мужчин, мне не нравится. Возможно, потому что я пытаюсь на себя это как-то применить, а мне его одежда не идет, и я в ней себя чувствую некомфортно, и как будто бы он сам не понимает, про что мужчина Жакмюз. Но вот этот выход очень неплох. И мне очень понравилось то, что теперь я тоже могу ходить с такой открытой спиной, потому что у одного и второго есть back rolls. У них бочка, видишь, какие такие мягонькие. Но я, ты знаешь, у Bad Bunny не увидел что-то back rolls. Там одинаково у них. Вот Мне у них кажется, прям Bad такие Bunny немножко back раскачан. rolls, поэтому я сегодня в кроп-топе. И это все равно брутально. Да. Да, то есть это не выглядит манерно сильно. То есть... Вот мы сейчас смотрели Олтон Мейсона, который стоит в кружевном платье на каблуках. Это и про манерность, и для меня это вульгарно, и это не эпатажно, а тут брутально и классно. Я бы вот такой костюм надел. Я знаю, что он был первым на дорожке. Вот с него начались все репортажи. Но кто это, я не знаю. Ты смотрел нового «Кота в сапогах»? Нет. Я очень тебе советую. Правда? Это фантастический, один из самых лучших Так. мультиков в истории. И он играл собачку. Вот такую синькую собачку, которая была эмоциональной поддержкой для Шавку прям. Если дресс-код Карл Лагерфельд Beauty of Line, мне кажется, это не обязательно подразумевает под собой цитаты того, что Карл делал для бренда Шанель. Но это некрасиво, это не эстетично, ему это не идет, как пузырь в этих каких-то розах. Ну, я не знаю, у меня Ну да, много мне кажется, вопросов. что это плохо сидит на нем. Почему там майка алкоголичка черная? Черная, да. Почему вот здесь такой разрез, декольте, эти черные ботинки? Мне кажется, это перебор. Я не понимаю, зачем, например, вот мужчинам, которых мы сейчас подряд обсуждаем, в принципе было приходить в таких спорных луках. Алтон Мейсон, ладно, окей, модель, может быть, он хочет стать певцом, ему нужно на себя обратить внимание. Джаред Лето мы обсудили, почему он пришел в кошки, ему нужно делать было вирусный выход. А этим что надо? Что, нельзя было просто красиво одеться, попасть в список Best Dressed они явно не смогли бы. Это Worst Dressed, да. Зачем? Просто я не понимаю, зачем им надо было так одеваться. Первый Мэтт. Не знаю, и последний. Я не знаю, кто это. Человек с большими плечами, который мем. Дэвид Бёрн. Это музыкант, основатель и автор песен коллектива Talking Head. И он всегда говорит о любви к велосипеду, ездит на нем каждый день, написал книгу «Дневник велосипедиста». И, видимо, он где-то участвовал, видимо, это он нам показывал, он приперся с этим велосипедом. И я подумал, вот это ход. Ну, типа, это знаешь, когда нет бюджета, что можно... Принесу стул. Ну, как бы я велосипедист, притащу с собой велосипед. Ты тоже велосипедист, ты можешь приехать с Кевином Кляйном, у тебя дизайнерский он. Могу сюда сегодня на генерала Дорохова приехать на велике по МКАДу. Что я могу сказать? Он, молодец. Это какой-то актер молодой. Да. Ну, ему Я 30. не знаю его имени. Джереми. И я знаю, что это Бальман. Да, все абсолютно верно. Это Джереми Поуп, он снимался в «Поузе». Нахуя? Ну, типа, ты нереально. Это было, мы уже видели скатерть. Невозможно это переплюнуть. Другой способ. Недотянутая идея, к сожалению. Я считаю так, что, в принципе, у Оливье Рустена недотянутые идеи. Здесь тоже так поверхностно. Мы сделаем кейп в пол, значит, будет эффектно, вот это вот там по лестнице будет наверх, тут портрет Карла выложим, и ты вот в этом пойдешь. Для меня, опять, это слишком феминный образ, он не маскулинный. И ты прям гениальную фразу сказал, ее можно практически ко всем сейчас применить. Вы нереально. Если бы это была девушка, мне бы понравилось больше. Вот видишь, про что я говорю? Но мне нравится настойчивость Джереми ворваться в икону, и он этого добьется, потому что, Рианна не сразу стала реальной, и Асап тоже не сразу стал Асапом. То есть, если так уверенно человек хочет пробить эту стену, возможно, он ее пробьет. Это актер молодой, который вырос. Он вырос, он был ребенком, да? Я не знаю. Он был ребенком. Это Но ребеныш. мы все были ребенком. Это ребеныш, который вырос. Сейчас читаю, что ребеныша зовут Коди Смит Пэкфи. Вот мальчика играл в фильме «Дорога». Это отработка контракта с Прадо. Да, и он лицо, и мне так нравится его внешность. Я люблю инопланетные вот такие штуки. Да, это очень классно. И дальше Карл. Ну, это я знаю, кто это, собственно, Оливье Рустен. Дизайнер бренда Бальман. Сидишь просто, ведешь шоу. Саш, приходи чаще. Гош, зови чаще. Ведущий. Ну, Оливье Рустен, цитирует он Карла, который с этой сумкой, с похожей надписью, был запечатлен когда-то. Бусы, твит видим, жакет есть. Ну, чё?
Мне понравилось, что он шопером на красном ковре. Это необычно. Знаешь, он такой, типа, ой, я в пятерку сейчас зайду. Или я зайду, сфоткаюсь и за продуктами, как у нас часто на дорожку, что пришли, сфоткались и убежали. Я не знаю, как зовут этого человека, но я его специально добавил по одной причине. Это Чи Осе, и это супер, знаешь, там прикольно, что это политик. Ты можешь себе представить? Вот почему я его сюда добавил. Это человек, который находится Реально? в члене городского совета города Нью-Йорка 2022 года. То есть, прикиньте, у нас такой Милонов. Кстати, было бы прикольно. Ну что, меньшинство, где тут у нас подошли? Ты знаешь, что даже не в этом прикол, не в том, как выглядит политик, а в том, что политик использует красный ковер для того, чтобы продвигать свои какие-то цели. То есть он использует это как маркетинг. У нас не ходят политики на Это удивительно, вечеринки. кстати. Да. Но меня бесил наряд. А сейчас тебе нравится? Мне сейчас нравятся ботинки, потому что у меня есть похожие, люблю такие. И я такой, вау, какие прикольные туфли. И да, он как будто меня чуть меньше бесит, чем бесил до этого. Я хотел какую-то умную вещь сказать, Гош, Давай. про вот этот лук. Я вспомнил, что я хотел сказать. Самую умную вещь. Я бы так не оделся. Вот. Ой, я обожаю этих двух. Как Это Рита Ора и Тайка Вайтити. Абсолютно верно. Что меня смущает, Давай. это в том, что мы сейчас рассматриваем именно парный снимок, и мне нравится лук Тайки, и не очень нравится лук Риты, и мне кажется, что вместе они не работают. Очень разные эстетики Да. выбраны для Согл. парного выхода. Да. Но Тайка супер. Вот просто супер. Я не знаю, оделся бы я так или нет, но это реально Да. прям хорошо. Ты же у вас же пострижены почти одинаково. Кстати, я Тайка. Ты Тайка. Ты Массажист. Мне очень нравится, как он одет. Это не банально, это прикольно. Этот удлиненный смокинг неожиданного цвета, эти бусы и это платье. И я так этому рад. И вот это второй образ, чуть-чуть феминный, который мы видим на дорожке, который меня не бесит. Он брутальный, он идет Тайки, он это вытягивает, и мне нравится. Мне не очень нравится отработка Cartier. Вот это? Вот это, с вот этим Тайка все равно пацан такой. Что-то он все равно какой-то дворовый вайб. И для меня, я не уверен, что он это чувствует. И мне не нравится цвет штанов. Чуть-чуть меня парит. Он как будто бы не отсюда. И А особенно мне с этой кажется, дорожкой. что именно из-за того, что они такие уичные. Они вообще типа не в тему. Я Это понял. как будто бы прикольно. То есть представь, ты уберешь бусы, и здесь будут просто черные брюки, и это сразу тошнилово. Мне нравится 50% ровно образа. Мне нравится смокинг вот этот удлиненный, и новая стрижка, и пусеты. Все остальное у меня вызывает вопросы. Пишите в комментариях, согласны вы с нами или нет. А вот я, например, за Тайку. Я за вьетнамку. Знаю, кто это. Кто это? Это Баз Лурман и его жена. Мне очень нравится его лук в Том Брауне. Потому что вся идентика Том Брауна очень подходит под тему. Мне нейтрально. Мне больше импонирует его жена, потому что, мне кажется, вот это просто прям Шанель. Трэш. И она как будто бы, знаешь, голодные игры сейчас кстати, вести начнет. Вот эти вот джабо, вот это вот все такое немножко надуманное. Нормально. И еще, кстати, прикольно, что они оба седые. Карл был тоже седовлас. И как будто бы это вот такая... Седовлас. И ты тоже седовлас. Я седовлас. Ты современная такая история. Это какой-то очень прикольный выход. Вообще не в тему мероприятия. Но я почему-то на нем залип. Я не знаю эту парочку. Дуэйн Уэйд в Прадо. Это он, да? Он баскетболист. А он, и видимо, с дамой с своей, женой да? своей, да. И они суперзвезды в Америке, потому что у них миллионы подписчиков, там по 20 миллионов. Я здесь не вижу Карл Лагерфельд Line of Beauty, я здесь вижу Line of Beauty, двух красивых людей, и я реально залип на этом платье, которое вот там замялось под туфлями, а на этом кожаном красном плаще, жакете, и он такой красавчик, так хорошо сидит одежда. Мне очень понравилось. Все думают, что для Мэтта и для стиля нужно вот типа, чтобы там Театр. Карл был нарисован. Нет, это может быть игра фактур, сочетание цветов и то, как вы это чувствуете. Он там бегал по ковру без жакета, пока в очереди стоял, и на нем сидит все. На них идеально сидит одежда. Просто Это приятно. я знаю, кто это. Это шоу Рогов отгадывает людей. Это Малик. Да, Малик. Это простовато и немножко официант. Я согласен. Я официанта что-то не видел, сейчас ты сказал, я увидел его Вот как резко. будто бы он вот здесь под носом сейчас с бокалами Да. должен стоять. И В вот очень официант. дорогом концептуальном манерном Там ресторане. половина да? же не знает, что он в Праде, конечно. И брошка это может быть мамина безделушка из магазина Дива. Это когда ты не можешь найти выход, давайте буду подсказывать. Когда ты не можешь найти выход. Это какая-то песня, да? Нет, I это can't имя, блядь, find- человека. I can't find the exit. Это No имя way. человека. No way. Lil Wayne.
Подскажи еще, не могу найти выход, это типа Такой, знаешь, no вот entry? этот, у него такие два глаза. Помнишь такой фильм такой? Это новая игра, объясни пантомима. Не помнишь? Человек, у которого внизу тело козла. Это фавн. И Фавн и глаза. не можешь найти выход. Фавн no entry. Да, ну, все правильно. Что? Это лабиринт. Лабиринт Валентина БДСМ. Звезда Качелы. Очередная. Что за хуйня? Что я не понимаю. Вообще, Лабиринт — один из самых талантливейших музыкантов нашего мира, который написал великий саундтрек «Эйфория». А он не мог у Зендая совета спросить? Что вообще вот это за застежка, Тут, блядь? да, тут типа много всего зачем-то происходит. Зачем вот этот БДСМ-обвес, если можно было просто прийти только вот в этом всем красном, с галстуком и в черных ботинках? Я вообще не знаю, что и почему у него эти руки, он кто? Не, ну это перчатки, которые носил Карл. То есть тут, ладно, перчатки мы прощаем. Я знаю, кто это Педро Паскаль, но я не видел сериала, от которого сейчас все ссутся. Вот. И я не понимаю пока, что вообще происходит, но он прикольный мужик, как сейчас. Он играл, знаешь кого? Он играл в сериале главную роль «Мандалорец». Но он играет весь сериал в шлеме. Но он очень харизматичный. Мне очень нравится, что он прикольно одевается. У него есть другие прикольные выходы. Он и Маржела надевает, какие-то укороченные Это топы. стилист, он в жизни так не одевается. Ну и с ним, если он позволяет стилисту Да, одевать да, себя да, так, да, и да. явно чувствовать себя в этом Да. прикольно. То есть он, может быть, до этого сам бы не додумался, но он же на это решается. И мне нравится, что у него, знаете, что самый мой любимый момент? Это пузико. Он позировал там, и он такой... Спасибо и он тебе. такой, вот типа, вот пузико здесь у меня есть, и это окей. И это, кстати, прикольный бодипозитив. Я хочу, чтобы ты и чтобы вы меня правильно поняли и услышали. Я не говорю, что это лучший образ Мэтт Гала. Я говорю, что Педро Паскаль мне лично запомнился в этом луке. Вот это очень крутой кейс. Ну-ка. Нет, давай ты сначала оценишь лук, расскажешь про лук, и я тебе потом расскажу, кто это. Я охуел, и опять это обсудим. Мне здесь сложно сказать, насколько это отсылка к Карлу, но если мы вспомним дресс-код и Карл Лагерфельд «Line of Beauty», то мы здесь видим lines, здесь есть линия, а почему бы не привязаться к слову в дресс-коде, а не только к тому, про что это. Карл дресс-код. Лагерфельд в ЧБ и в перчатках. И мне вот эта структурность и вот этот hourglass пиджак импонирует. А я такой думаю, что это такое вообще? Какой прикольный лук. Мне очень понравился. Как сочетание головы с низом. И дальше я думаю, я хочу узнать, кто это. Чешский миллиардер. Он Купил себе билет. Он просто какой-то невероятный, либо наследник. То есть это вообще ни culture, ничего нету. Единственное, вот это вот, то, что здесь линия закончилась, Да. меня чуть бесит на письке. Да. Но мне очень нравится маниакальность его европейская вот это вот образа, которая есть у многих таких актеров. И то, что он миллиардер, я вообще охуел. И удивительный выбор бренда — это Paloma Spain, такой тоже специфический Да, бренд да. с заигрыванием с женским и мужским одновременно, и такой он очень провокационный. Мне очень нравится, что у него грязная башка, что тут такие недоуложенные волосы, потому что костюм такой весь идеальный, несмотря на эту линию на срастании ног. Это Симу Лью. Как заебали реально перчатки на этом ковре. Но, видимо, мужчины только так решили привязаться. Ой, Асап Роки. Вот так. Асап много делает в этом образе. Я мало на ком себе это могу представить. Он как бы балансирует трешатину. Я бы так оделся. Блять, надо было так прийти. Я, правда, когда увидел этот выход, не совсем понял, почему он в килте, но Да. потом за меня Да. работу сделали телеграм-каналы Да. разные. Я увидел, что это отсылка к образу Карла. И это классно, что мы здесь видим цитату лука дизайнера, которому выставка посвящена, не банальную, вот его вот это черно-белое, белые волосы и жабо, а какую-то такую более тонкую. Мне нравится. И контракт с Гуччи тоже ремнями отработал. Короче, мне правда Не нравится. только с Гуччи, но еще и с Бушероном, потому что я же тебе говорил уже, что я в восторге того, как Асап работает с украшениями, и он просто взял чокер и надел его как пояс, понял? И только Асап это смотрит. Я вижу. А прикинь, если еще брюлики Бушерон, это на джинсах. Быстро. Такой рыженький певец, да? Ну, допустим. Такой кудрявенький. Да, рэп. Мне очень нравится Джек Харлоу. Очень красивый Очень костюм. красивый костюм. Великолепный укороченный Век. пиджак, куртка. Мне очень нравится работа с цветом. Вот эта бордовая, вот здесь какая-то штучка. Опять-таки небольшая отсылка к Карлу. И брошь красиво, что она ненавязчива, она просто есть. И, короче, супер, очень хорошо. Пит Дэвидсон. Скажу квелую крамолу.
Ну, типа, скажу ужасные вещи. Мне нравится, как он одет. Мне тоже нравится, как он идет. А почему ужасно? Не знаю, как будто бы, мне кажется, нас сейчас не поймут и будут писать, что он там в Панаме, непонятно в чем, на дорожке. Во-первых, он комик. Это очень расслабленно. Мне безумно нравится это вывернутое наизнанку пальто или пиджак. И вот эта футболка с висюлькой. Короче, вообще супер. Это вообще один из лучших его звездных выходов на дорожку. Согласен. Да, это прям абсолютно. очень хорошо. Молодец. Последний быстрый блок. Давай. Классики. Человек с какой-то очень маленькой головой и без шеи. Но оцени образ. Говно. Теперь- Это образ, знаешь, кого? Жениха с какой-то панской свадьбы. Это редактор британского Вога Фу, какая в говнища. Маквине. И вот реально шафер на свадьбе. Здравствуйте. Да, еще вот это... Это самый великолепно одевающийся мужчина в классику, Гоша Том Карцев. Форд. Очень хорошо, очень хорошо. Прям я что-то давно не кайфовал от самого Тома Форда. Он прям такой: так, ребята, я сейчас выдрачу так черно-белое вам, блядь, чтобы вы запомнили, что вот так. Это великолепно. Бабочка супер, идеально. Том Форд, лучше Тома Форда никто не носит. Это он. Это бывший Ирина Шейк. Да, абсолютно верно. Брэдли Купер. Абсолютно верно. Он великолепно выглядит. Охуительно. Да я знаю, кто это. Харрис Диккенс, Данфилд. Ой, чуть-чуть волос мне не хватает. Вот под этот красивый костюм мне чуть-чуть не хватает. Короче, сейчас выглядит, что его побрили машинкой. Да, в этом Вот. крутость. А если бы была побрита машинка, но чуть меньше вот здесь, чуть-чуть модельной стрижки. Да, но Слишком мне наоборот- одинаковая длина Мне наоборот волос. нравится, что он гопник. И в Данхиле, который было 3 выхода Данхила, которые все были хороши. Кстати, я что-то Данхил зря похвалил. Как может быть Джеймс Маковой, охуительный просто, выглядеть как просто пи***та ебаная с этим вонючим веером, блядь. А давайте я застилизую. Как мы застилизуем под Карла? Вот так. Вот. Это ужасно просто. Это кто-то красивый. Это А Роджер Федерер, это знаешь? теннисист. Да, абсолютно. Мне Давай. нравится, что он в классическом костюме, но у Роджера Федерера, видимо, какие-то тонкие ножки и брюки очень узкие сюда. Вот если бы брюки были чуть шире, то по пропорциям это было бы гораздо лучше. Сейчас очень грузный верх и 2 ноги тонкие. Шире брюки. Мне все понравилось, потому что из Диора это лучше Да. из всех Да. сидела. Прикол, который я узнал про этот лук. Он, во-первых, один из хостов был в этого года. А-а-а. Да. И он такой был классический. И, во-вторых, он первый, он лицо Роликса, кто показал новую модель Роликсов с Красивые, кожаной... заткнись, я хочу их. С кожаным ремнем. Она называется что-то какая-то цифра дата и стоит всего лишь 1 700 Евро? 000 рублей. 20 я сколько-то. хочу еще больше. Но он хорош. Если ты хочешь выйти красиво, и ты при этом не Бэд Банни, и ты не Джаред Лето, надень ты, блядь, красивый костюм. Да, Джеймс Маковой. Именно к тебе это обращение. Надень ты просто красивый костюм. Я в целом очень... Все такие: как вам Мэтт? На-на-на. Я очень доволен Мэттом, очень доволен мужской частью, потому что такого количества образов парней для рассматривания не было, мне кажется, никогда. Этим, может быть, потому что тема мужчина. Так много было приколов с этим связано. Но вы нам дали пищу аж на 2 обзора. Я доволен. Очень классно получился обзор. Мне очень понравились да? твои комментарии, потому что мне было интересно как раз-таки, как ты будешь оценивать мужиков, потому что мы обычно по котам спецы, и мы там талия, сиськи, вот это все. А тут мужская мода, и была и классика, и модники, и концептуальные, и вот эти вот трансухи все. Мне тоже Мэтт в этом году понравился, и в частности то, что это событие с каким-то послевкусием, потому что я испытывал одни эмоции, когда Да, видел, да. потом я через какое-то время просматривал и уже думал иначе, и сегодня я еще раз все это посмотрел и новые какие-то эмоции испытал, поэтому это было интересно, несмотря на узкую тему. Обычно они у них шире. Тема реально была какая-то такая узкая, и было непонятно, кто как в ней себя поведет. Я не могу сказать, что это самый иконичный и Мэтт, но он как будто бы, знаешь, он такой сложный. Его как-то нужно, он типа... многих проявил. Best dressed. Go. Я считаю, Серьезно, что я не есть один человек, который объединил все. И классику, и трэш, и вирусность. Это, конечно же, парный выход Жак Мюс и Бэд Банни. Ну, если говорить о такой задаче, которая у всех на Мэтте, ну да, наверное, из мужиков, да. Но я без Жак Мюс. Да, Bad Bunny. Я просто Бэд Банни возьму. Ну, просто там есть все. Там есть классика, когда ты просто видишь образ. Да. Там есть заигрывание с какой-то провокацией. Это вот эта буа, открытая спина.
классные волосы, плюс ты видел видео, как он кайфовал от нахождения там и не наложил в штаны, как Lil Nas Да, X, да, хотя да, накладывать было некуда. Короче, Bad Bunny, как ни странно. Давай позировать. Давай, честный вкус сигарет. А давай, бей меня этим. А нам на ту камеру позировать, да? На 2? Да. Спасибо, что Давайте приехал. вот так. А давай как кошечки. А Мяу. Ну, короче, я бы реально так оделся. Может быть, чуть-чуть А ты не хочешь так другие одеться на объемы. съемку у себя? А я реально... Если я в идеале, давай сидеть буду. В белом. Сейчас увидите то, как мы придумали, то, как я выгляжу, и Гоша выглядит у меня на YouTube. Давай это наклеим. Пожалуйста, Очки, давай. очки, ресницы. Смешно. Это Смешно. Давай, хорошо.